Привет, добро пожаловать в видеоруководство по Smart Scout. Сегодня мы покажем, как пользоваться основными инструментами платформы и как выжать из них максимум пользы. Со мной сегодня Скотт, основатель Smart Scout. Насколько я знаю, на данный момент Скотт продал товаров на Amazon больше, чем на 400 миллионов долларов. Да, все верно. Это круто, впечатляюще. И, похоже, этот софт был создан на основе реального опыта, что, конечно, здорово. Скотт, расскажи немного о себе, о том, чем ты занимаешься, и мы начнем разбирать ключевые функции Smart Scout. Полностью платформу, конечно, не охватим, но основные моменты покажем. Кстати, в описании я оставлю ссылку на купон со скидкой 25% на 3 месяца. Добро пожаловать, Скотт. Спасибо, Вова. Немного обо мне. Я продаю на Amazon уже 11 или 12 лет. Все началось с того, что я присоединился к брату, который уже занимался продажами на этой платформе. Это полностью изменило мое представление о том, как может выглядеть моя карьера. Я мог работать из дома, с компьютера, в комфортной и расслабленной атмосфере. Это было замечательно. И я могу сказать, что решение стать Amazon-селлером стало лучшим направлением в моей жизни. Наш бизнес начал расти, и было невероятно приятно видеть, как он развивается. Если вы выкладываетесь на полную, то в бизнесе на Amazon вполне реально удвоить или утроить продажи. А для сравнения, моя семья занималась розничной торговлей, и даже при больших усилиях рост был всего 5-10%. Именно это заставило меня полюбить сферу электронной коммерции. И когда я говорю, что я продавец на Amazon, я еще и разработчик программного обеспечения для Amazon. Я много работал над оптимизацией операций, управлением запасами, отправками и так далее, стремясь найти способы, как программирование может упростить все эти процессы. Smart Scout начался с одной единственной цели, а теперь вырос в инструмент с множеством возможностей. Но изначально цель была проста — как найти самые лучшие и перспективные возможности. Я продавал как оптовый реселлер, а также занимался private label. И до сих пор совмещаю оба этих направления. Найти возможность — это легко. Гораздо сложнее понять, стоит ли она ваших усилий. И что я сделал? Я создал базу данных, включающую абсолютно все бренды, продукты и категории на Amazon. На основе этой информации можно анализировать и выделять ключевые качества брендов. На Amazon около миллиона брендов, и в своей основе Smart Scout — это своего рода инструмент для поиска возможностей. Если вы хотите работать с брендом, Smart Scout поможет найти лучшие из лучших. Многие агентства используют его с этой целью. Для оптовых продавцов это тоже отличный инструмент. А если вы занимаетесь private label, он поможет вам анализировать конкурентов. Smart Scout для меня — это что-то вроде философской книги. Возможно, вы когда-то читали такую книгу, будучи подростком, потом вернулись к ней в 20, а затем снова в 30, и каждый раз находили в ней что-то совершенно новое. То, что вы видите в ней, меняется, потому что книга начинает откликаться на ваш жизненный опыт. И вот так я вижу Smart Scout. Люди часто спрашивают меня, это инструмент для private label? И я не могу сосчитать, сколько раз реселлеры говорили мне, это же инструмент для private label. А владельцы private label говорили, это инструмент для реселлеров. А я отвечаю, нет, это инструмент, который отражает рынок. Мы стараемся дать пользователям доступ к обучению, пониманию рынка. И то, что мы обсуждаем, это не какая-то одна стратегия использования Smart Scout. Люди применяют его способами, которые я даже не мог себе представить. Мгм. И на этом визуальном примере можно увидеть, как мы структурируем данные. У нас есть корневые категории, подкатегории, бренды, и мы собираем данные о каждом из этих уровней. Мы анализируем данные о продавцах, продуктах и даже ключевых словах. Мы видим общую картину, а Smart Scout соединяет эти уровни данных. Например, начав с корневой категории, вы можете спуститься к брендам, продавцам, продуктам и, в конце концов, к ключевым словам. Или наоборот, начав с ключевых слов, Мгм. вы можете увидеть, как они влияют на категории и бренды. У нас даже есть функции, которые показывают, какие ключевые слова доминируют в той или иной категории. Эта способность связывать данные между уровнями — уникальная особенность Smart Scout. Вот такая у нас история и таков путь Smart Scout, еще даже без демонстрации самого инструмента. Добро Welcome. How пожаловать. many years Скажи, has сколько лет Smart Scout уже на been on the рынке? market? Because Я помню I ваш think Seller a few Map years пару лет ago. назад. Да, Seller Map появилась около 3 лет назад. Мы начали 3,5 года назад.
У нас был стабильный рост. Ничего сверхбыстрого, но каждый месяц был немного лучше предыдущего. И мне это очень нравится. Ну, забавно работать над одной задачей, улучшать ее из года в год. Отлично, рад слышать, что вы растете. Ну что, перейдем к делу? Конечно, давай. И напомню нашим зрителям, что в описании есть промокод на скидку. Так что все будут довольны. Итак, первый инструмент — subcategories, подкатегории. Я тут занимался немного занудными вещами, просматривал ID-узлы, но сейчас смотрю только на первые несколько колонок. Здесь представлены основные категории Amazon. Home and Kitchen, Health and Household, Clothing, Books, Electronics, Beauty and Personal Care и их примерная ежемесячная выручка. И это миллиарды долларов в месяц. Впечатляюще. Мы рассматриваем рынок США. Этот инструмент работает примерно в 10 разных странах. Вот они все здесь внизу. И стоит отметить, что у каждого рынка структура категорий немного отличается, но я больше всего привык к американскому, так как с ним мы работали чаще всего. Теперь, если я нажимаю на эту стрелку, вот тут, на мой взгляд, инструмент начинает оживать, так как мы можем углубиться, например, в категорию Home and Kitchen. Дальше нажимаем Storage and Organization, Food Storage. Не знаю, куда нас это заведет. Ну вот, допустим, Food Jars and Canisters. 6 миллионов в месяц. Это все еще довольно крупная категория, как видите. И данный инструмент создает ощущение, что Amazon это не просто единый рынок, а целый набор десятков тысяч маленьких рынков. То, что происходит в категории Food Jars and Canisters, это совершенно отдельная история. Мы также предоставляем дополнительные данные по этой конкретной категории. Видно, что ее сильно доминируют продавцы, а не сам Amazon. Рост у нее небольшой, и даже если честно, наблюдается небольшой спад по сравнению с прошлым годом. Средний объем товара — 0,34 кубических фута. Это немало, потому что, вероятно, это контейнеры, которые часто продаются упаковками по 12 штук. Так что здесь вы можете свободно изучать каждую категорию, какую только захотите. Но сейчас давайте попробуем углубиться, нажав на значок лупы. И если я кликну на нее, мы можем перейти к изучению брендов внутри этой категории. Итак, открылся список брендов в данной категории. Мы видим бренды, которых я, честно говоря, не узнаю. ComSafe, Netany, Planetary Design. Здесь представлена их оценочная выручка и доля на рынке. Также мы показываем изменения за последние 30 дней. Растет бренд или сокращается. Судя по всему, большинство из них растут. И вот что здесь интересно. Например, возьмем Netany. У них всего 4 ISIN, но они занимают второе место по доле рынка. Далее можно перейти к продуктам внутри этой категории. Интересно, что тут наверняка есть разнообразие данных контейнеров, не только одного типа. Можно кликнуть, перейти дальше и увидеть конкретный продукт. Может быть, мне стоило выбрать категорию, в которой я разбираюсь больше, потому что про эту я мало знаю. Но зато это дает общее представление. Здесь сортировка по месячной выручке и дате запуска. Колонок с данными здесь полно, можно немного потеряться. Есть цена Buy Box, причем это недорогой продукт, $11, тогда как некоторые другие стоят $30. Например, это уже более стеклянные банки на 1 галлон. Таким образом, у нас есть масса данных о подкатегории, а таких подкатегорий около 40 тысяч. Поэтому, если вы запускаете продукт, этот инструмент действительно поможет с начальной валидацией. Если тут достаточно выручки, чтобы разделить ее с новым участником, есть ли место для еще одного игрока? Некоторые подкатегории приносят всего 50-100 тысяч долларов в месяц, что, вероятно, не слишком вдохновляет. А есть и огромные категории, которые делают 100 миллионов долларов в месяц. Они тоже могут быть сложными для входа.
И между этими крайностями лежат все остальные. Инструмент позволяет просто просматривать подкатегории. Думаю, что многие инструменты для поиска продуктов кажутся немного хаотичными. Ты не знаешь, что получишь, вводишь несколько фильтров, и результат может быть непредсказуемым. А здесь мы видим четкую организацию. Мы находимся в Health and Household и заходим в Cups. Тут мы видим Disposable Cups 35 миллионов долларов в месяц. А Disposable Drinking Straws, одноразовые трубочки для питья, 4 миллиона долларов. Эта структура отражает организацию Amazon и помогает ощутить, что исследование продуктов — это выбор направления, в котором вы двигаетесь. Да, это впечатляет. Получается, продавец, будь то реселлер или владелец private label, заходит сюда, начинает просматривать категории, углубляется в подкатегории, видит выручку. Мы можем определить также, доминирует ли здесь Amazon. В случае private label, конечно, это зависит от ситуации, но по моему опыту Amazon часто занимает топовые позиции, и большая часть продаж приходится на них. Здесь это можно увидеть по доле выручки Amazon и росту за 12 месяцев. Это позволяет погрузиться в подкатегории, находить что-то новое или подтверждать свои предположения. Ну и, конечно, все цифры перед глазами, это помогает в исследовании. Поэтому очень интересно. Да, полностью согласен. Например, вот мы смотрим на подкатегории bottle feeding. И здесь есть bottles, бутылочки и warmers and sterilizers. Подогреватели и стерилизаторы. За последние 12 месяцев их популярность значительно выросла, то есть стерилизация и подогрев бутылочек сейчас в тренде. Я всегда считаю, что легче работать с растущими рынками. Способов анализа тут масса. Мы собрали все категории в одном месте. Если вы хотите сосредоточиться на конкретных категориях, допустим, только на тех, которые растут, у нас есть инструмент Niche Finder — поиск ниш. Это отдельная вкладка с другими функциями. Например, вы можете выставить фильтры, категория, где доля Amazon не превышает, скажем, не знаю, 10%. Далее, компактный размер товаров, диапазон выручки, например, не знаю, минимум 2 миллиона долларов. В итоге система находит 460 категорий, которые соответствуют этим параметрам. Это, это отличный инструмент для старта. Я обычно рекомендую новичкам два инструмента. Это Subcategories и Brands. Brands — это вообще отдельная вселенная. Мы отслеживаем 1,3 миллиона брендов на Amazon, от крупных вроде Apple, Amazon Basics, Samsung, до более мелких, таких как Halo, детские товары Violet Bounty или Bloom Jelly. Некоторые бренды делают десятки миллионов в месяц, а другие только около миллиона. Здесь вы можете ввести конкурента и получить всю информацию. Например, я введу Cellucor — это бренд энергетических напитков, выпускающих популярный в США C4. Итак, их месячная выручка около 8 миллионов долларов. Средняя цена товара — $40. Это бренд, продающий напрямую через Amazon, 1P. Мы видим, что 92% их товаров всегда в наличии, и Amazon выступает основным продавцом. Кроме того, есть данные о росте. За месяц, за год, за 12 месяцев рост составил 58%. Мне нравится этот бренд, потому что они активно инвестируют в Amazon, постоянно внедряют инновации и не останавливаются на достигнутом. Да, я помню, есть предтренировочные комплексы, как этот. Да, C4. Я думаю, их предтренировочный комплекс — это и главный продукт. Они также просто продают энергетики. Вот, например, C4, Watermelon Ice. У меня таких вещей голова болит, честное слово, хотя я пью энергетики примерно раз в день. Но эти для меня слишком мощные. Теперь давайте посмотрим детальный отчет. Вот основная информация. Сейчас я сгенерирую то, что мы называем индивидуальным отчетом — Tailored Report. Это занимает немного времени, потому что у них 166 эйсинов. Мы создадим очень свежий отчет, процесс занимает около 2 минут. Я могу вернуться к этому чуть позже, хотя, о нет, он уже загрузился. Помните, как мы смотрели под категории? Сейчас мы изучаем бренд
в целом и показываем подкатегории, в которых он представлен. Например, энергетические напитки, energy drinks, sports nutrition, спортивное питание. Честно, я не разбираюсь в этих категориях. Тестостероновые бустеры. Не знал, что Соликор выпускает что-то такое. Но вот они. И у них внушительная доля рынка. Около 10% в категории предтренировочных комплексов. Pre-workout powders. Они, вероятно, входят в топ-3 на рынке. Уверен, что это очень конкурентная ниша, и мы можем видеть, как они работают. Я могу заблудиться в этих вкладках, поэтому остановите меня. Этот инструмент для анализа ключевых слов называется AdSpy. Он показывает, где они выигрывают рекламные размещения. Например, C4 Energy Drink занимает первое место в поиске 46% времени. Alani Energy Drink всего 3%. Мы также показываем, насколько часто они выигрывают рекламные блоки и сколько примерно они тратят на эти ключевые слова. Так что это действительно детальный разбор. Это не органические поисковые запросы, Скотт, это только спонсированные результаты. Да, да, это только спонсированные. Понял. А есть ли способ посмотреть органические результаты? Да, конечно, есть. Просто сейчас мы находимся в инструменте AdSpy. Понял? И мы смотрим на это на уровне бренда. Одна из вещей, к которой нужно немного привыкнуть, это осознание, смотришь ли ты бренд в целом или на конкретный продукт. Когда ты думаешь, в масштабе бренда это как вид сверху, с высоты птичьего полета. Давайте посмотрим на конкретный продукт. Наш инструмент для органического анализа называется Rank Maker. Если вы знакомы с инструментами для обратного поиска ASIN, то это именно то, что он делает. Этот продукт, вероятно, будет иметь кучу ключевых слов, ведь он один из топовых. Для наших зрителей обратный поиск ASIN — это когда мы берем ASIN и можем увидеть все ключевые слова, по которым он ранжируется. И сейчас мы увидим обратный поиск ASIN для бренда, для всех ключевых слов, по которым он ранжируется, или... Я на самом деле выбрал конкретный продукт. Продукт, понял. Да-да, я выбрал определенный продукт. Вот что я сделал. Да-да. Затем я нажал на лупу и выбрал Rank Maker для этого продукта. Для этого продукта, понял. Да, и вот теперь я здесь. Теперь мы видим, где они занимают первое место. Первое место, первое место. У них куча первых позиций. У них 2800 ключевых слов на первой странице. Сейчас мы отслеживаем только первую страницу, но, возможно, будем расширяться, чтобы отследить за несколькими страницами. Например, C4 Pre-Workout — это запрос объемом 73 тысячи. В прошлом месяце он был на третьем месте, но поднялся на первое. Думаю, когда он был на третьем месте, он конкурировал сам с собой. Наверняка есть другие продукты C4, которые занимали первое место. Но последнее, что мы видели, это их лидерство. У них страницы и страницы первых мест. Что я сейчас сделаю, так это задам минимальный объем поиска, скажем, 100, чтобы отобразить только топовые ключевые слова. И у них их действительно много. Вот почему я люблю изучать этот бренд. Они очень конкурентоспособны. Например, предтренировочный комплекс для женщин. Они там тоже есть. Можно перейти и посмотреть, что происходит. И да, вот они, бестселлер. Слева у нас есть эйсины, и иногда их 3. Это вариации одного и того же продукта. Да, изображение варианта может меняться. Например, допустим, вот здесь C4 — это органически ранжируемый продукт и отображается как watermelon, арбуз. Но иногда мы видим другую вариацию. Мы просто показываем эйсины, которые видим в этой группе вариаций органически. Это может быть немного запутанным, но наша цель — показать, как все семейство продуктов воспринимается. То есть, если я правильно понял, допустим, у нас 3 варианта. Малина, фруктовый пунш, арбуз. Иногда на первой странице, а может и не на первой, появляется основная вариация, иногда другая. То есть, я правильно понял? Да, да, да. Допустим, для C4 Ripped Pre-Workout мы видели этот вариант и этот вариант. А для C4 Pre-Workout Original мы видели только 2 варианта. Понял.
Мы просто рассматриваем семейство продуктов как единое целое, поэтому мы показываем несколько эйсинов. Это может быть полезно, если вы нацеливаетесь на определенные названия вкусов. Тем более, что продавцы, насколько я знаю, не всегда могут контролировать, какая вариация будет отображаться. Не могу сказать, что я знал об этом. Я слышал о некоторых приемах, да, слышал про разные трюки, но никогда не встречал таких, которые гарантированно работают каждый раз. Вот поэтому, когда мы открываем наш продукт, мы можем посмотреть поисковые запросы и ключевые слова, и довольно быстро становится ясно, как легко можно запутаться в данных. Например, у Celicore около 100 брендов, поэтому мы стараемся организовать все как можно лучше. Вот что интересно. Насколько успешно этот бренд работает на международных рынках? Мгм. У Cellucor 8 миллионов долларов оборотов в месяц в США, но практически ничего в других странах. Вот другая валюта. Это довольно интересная цифра — 200 тысяч долларов канадских в месяц. Вероятно, это один из крупных рынков. А вот мексиканское песо. Тут совсем небольшие объемы. Так что прежде чем углубляться в другие аспекты, давайте откроем индивидуальный отчет. Вот он загрузился. Это свежие данные по их кодам и всем ASIN. Мы делаем что-то вроде того же самого. Предоставляем основные показатели. Этот отчет мы используем, чтобы показать брендам, например, вот ваш топовый продукт на Amazon. Вот ваш главный конкурент. Вот уникальные ключевые слова. И лучший способ объяснить это, наверное, такой. Когда я Мгм. встречался с моей нынешней женой, Да. ее отец, бизнесмен, хорошо разбирался в бизнесе, но ничего не знал об интернет-коммерции. Каждый раз, когда я пытался рассказать ему о продажах на Amazon, у нас не получалось найти общий язык. Но однажды уже в четвертый или пятый раз моя жена ушла на обед, а он снова заговорил о бизнесе. Тогда я сказал: «Хорошо, вот чем мы занимаемся». Мы начали говорить о доходах, конкуренции, доле рынка, валовой прибыли. И как только мы коснулись этих ключевых бизнес-метрик, стало намного проще. Читая этот отчет, человеку не обязательно быть экспертом в Amazon, чтобы понять: «Эй, этот бренд демонстрирует отличный рост из года в год. Выручка значительно увеличилась за определенный период. Вот категории, в которых бренд работает, и вот их конкуренты». М. Когда начинаешь говорить такими понятиями, это помогает человеку, который занимается Amazon, донести суть до того, кто в этой области ничего не понимает. Собственно, для этого и нужен наш отчет. Теперь о других инструментах. Мы уже показали два основных, но, Вова, с каким типом продавцов на Amazon ты взаимодействуешь чаще всего? Ты же занимаешься private label, верно? Мгм. Есть еще один момент, который я хотел бы показать. Мы собираем все бренды в единую таблицу данных. И это позволяет фильтровать их. Например, мы хотим найти все бренды для детей. Допустим, нам нужны бренды для детей с доходом от 1 до 5 миллионов. Отлично. Мы не хотим Мгм. слишком крупные бренды. Мгм. Нужны бренды с доминирующими продавцами, не знаю, из Китая. Итак, вот 36 детских брендов, которые соответствуют этим критериям. Или, например, нам нужны бренды, которые начали работу в США. Таких брендов уже 133. Окей. Посмотрим бренды, у которых среднее число продавцов от 2 до 4. И сейчас мы сократили выборку с миллиона брендов до 29, которые подходят под эти параметры. Мы можем посмотреть на каждый из них. Некоторые из этих брендов мне знакомы, у меня ведь есть двухлетний ребенок. Так что это один из уникальных вариантов использования инструмента Brands. Когда люди впервые начинают работать со Smart Scout, я советую им начать с инструмента Subcategories. После того, как вы это увидите, уже невозможно развидеть. Все становится понятно. Вау! Так вот как можно видеть Amazon. Тот же эффект с инструментом Brands. У Amazon миллион брендов. Как их отфильтровать, чтобы изучить конкурентов и категории?
Эти два инструмента основные. В оставшееся время, которое у нас осталось, мы могли бы посмотреть на две категории. Seller Map или же инструмент Popping Topics. Это что-то вроде Google Trends для Amazon. Думаю, эти два инструмента могут быть наиболее интересными. Скотт, поскольку я знаком с Seller Map, думаю, она может быть интересной для исследования продуктов. Было бы здорово, если бы мы уделили пару минут ценам, чтобы люди могли увидеть стоимость и разные тарифные планы Smart Scout и выбрать наиболее подходящий для себя. Я, конечно, напомню, что лучший промокод на скидку есть в описании, но теперь давайте быстро посмотрим Seller Map. Именно благодаря ей я в свое время узнал о Smart Scout. Да, знаешь, Seller Map действительно вывела нас на новый уровень. Это самое, если быть полностью честным, самое эффективное, что я делал за 3,5 года, что помогло людям понять, чем мы занимаемся. И поскольку мы как бы отдали ее бесплатно, она доступна на нашем сайте, можно использовать ее 15 минут бесплатно. Сейчас я выбрал Нью-Йорк, потому что он загорается как новогодняя елка. Видишь все эти разные вещи? Мы добавили один слой. Если продавец отображается фиолетовым, это значит, что он продает много брендов. Если желтым, продает один или два бренда. Это как раз то, что помогает нам различать продавцов с private label или реселлеров. И между ними есть хороший баланс. Иногда, в зависимости от круга общения и того, как ты изучаешь Amazon, люди могут недооценивать реселлеров. Я говорю, что вы не представляете. Их очень много, и они большие. С другой стороны, есть много успешных продавцов с private label. Вот, например, у нас несколько сотен успешных брендов с private label. Давайте просто нажмем на них. Value Mats. Посмотри, какие бренды они продают. Это частный бренд, они делают миллионы в месяц. Похоже, это добавки. Закрываем это и снова возвращаемся к продавцам. Вот, например, Kellards. Не знаю, что они делают, но продают Nikon. Похоже, у них тоже есть private label, Kellards, Sennheiser, электроника, JBL электроника, да, Kodak. Похоже, у них что-то связанное с фотографией. И я даже могу зайти в Kellards отсюда. Выберем Products. Можно запутаться. Да, ты переходишь от продавца к бренду, от бренда к продавцу, от бренда к бренду и так далее. Ты знаешь, я использую вот эту красную коробочку прямо сейчас. Думаю, они создали брендированные комплекты, это то, что они сделали. Это бренд Kellards, где они берут комплект своего бренда и комбинируют его с продуктом другого бренда, создавая комплект. Иногда это работает. Они используют ключевые слова обоих брендов. Да-да-да, большего бренда. Я знаю, есть реселлеры, которые круто делают такие вещи, но бренд имеет право снять продукт с продажи. Обычно такие вещи делаются, ну, в конце концов, только с разрешения бренда. Да-да-да-да. Типа, мы благодарны за этот комплект. Это дает преимущество иметь несколько комплектов твоего бренда на Amazon, потому что клиенты все равно тебя найдут. Вот что представляет из себя Seller Map. Просто интересно гулять по ней. Можешь зайти в Китай, он тоже будет сиять, как новогодняя елка. Там это даже немного пугающе. Типа, частные бренды Южного Китая. Я на самом деле недавно нашел одного, у них тут название продавца. Вот он. Motion US. Это не американский продавец, но у них в названии есть US. Да, они любят добавлять US в название, да. Забавно. Оу, машины? Что это? Это роботизированные газонокосилки. Понял. Думаю, они сейчас на коне. Да. Это самые продаваемые роботизированные газонокосилки. Ого, за $4000. Мама, это дорогая газонокосилка, очень интересно. Да, высокая цена. Впечатляет. Есть разные варианты. О, это какая-то крутая газонокосилка.
премиум. Ладно, можно найти немного дешевле. So yeah, I mean, with the seller map, you Так just что с Seller travel Map around the можно world. You путешествовать по can, всему let's say, миру. someone's from Italy, Можешь, например, and they're быть looking в for Италии, искать resale, and you реселлеров can или find продавцов resellers с who Private Label в readily Италии. Они available. могут найти и тех, и других. Мгм. Знаешь, я нахожу, что люди с уникальным успехом реально понимают бренды одной страны и то, что любят ее жители, и переносят это в другие страны. М. Я общался с несколькими людьми, которые переносят итальянские бренды в США. Конечно, есть свои сложности, но как только ты налаживаешь дистрибуцию, можешь сделать продукты доступными для людей. Мгм. Так что это действительно интересно. И поскольку у нас есть этот Seller Map в нескольких странах, давайте Мгм. сейчас перейдем к Великобритании. Выберем Amazon UK. Мгм. Мгм. Окей. Теперь мы смотрим на топ продавцов Yep. Великобритании. Давайте перейдем в Ooh. Лондон. Ого. Wow. Вау. Этот рынок не такой большой. Крупный продавец здесь зарабатывает всего $100 000 в месяц. Мгм. Хотя, если я установлю максимальное количество продавцов, 5000, это ограничит Ooh. нас только крупными Мгм. продавцами. Can see someone Ого, huge видно, behind что the кто-то огромный, там just просто huge огромный. store. That's Это, наверное, Amazon. 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 Ага. Да, да, Yeah, это it он. is. Ooh. Ты можешь посмотреть на них и увидеть, что они продают много брендов. Если когда-нибудь захочешь увидеть все бренды, которые они продают, это Yeah, займет yeah. немного времени, чтобы прогрузиться. Наверное, будет около 4000. Мы отслеживаем Lego, Apple, Amazon, Ring, Russell Hobbs, HP, все крупные игроки. Я сейчас перейду к ценам, но позволь сначала показать еще один Мгм. инструмент — Popping Мгм. Topics. Это совершенно новый инструмент. Он доступен только на рынке США. Я надеюсь, что скоро сможем изменить это. Здесь вы видите, какие ключевые слова в тренде. Так для чего полезен этот инструмент? Это инструмент для поиска трендов. Но если бы вы хотели найти новые тренды, то, думаю, нам не нужно далеко искать, чтобы найти что-то, что только что стало вирусным на TikTok. Это происходит постоянно. Вы всегда увидите новые фильмы, которые только что вышли, и сезонные вещи, например, День отца. Можете посмотреть любую категорию. Давайте посмотрим, например, на спорт. Мгм. Вы увидите летние спортивные товары, такие как Beach Chair, Cooling Towels, Beach Tent, WNBA. А вот это очень интересно. Это настоящий тренд. Это то, что в США стало популярным в этом году больше, чем в любой другой год. Я не знаю, что такое OU. Можем на него кликнуть. Университет Оклахомы. Мгм. Далее Cornhole Board Set, Clearback for Stadium Events. Вау. Вероятно, становится популярным летом. Мгм. Если я посмотрю на тренды за год, да, да, действительно. Мы начали использовать этот М, инструмент только в мгм. сентябре прошлого года. То есть мы отслеживаем всего 9 Мгм. месяцев. Поэтому сейчас я рекомендую на данный момент смотреть тренды за 3 и 6 месяцев. Да, куча трендов, и можно потеряться. Вот посмотрите, что я нашел. На днях Ага. я нашел хак для ключевого слова pickleball. Окей. Я недавно занимался исследованием ракеток для пикабола. Это спорт, который набирает популярность. Я видел, что было, как же там, 2024 год, вот оно. Лучшие ракетки Мгм. для пикабола. Best Pickleball Paddles Ого. 2024. И если я кликну сюда, все немного отличается Мгм. от того, что я видел в последний раз. В прошлый раз, когда я нажимал на это, все топовые продукты содержали слово 2024 в Мгм. названии. Окей, вот много 2024. Мгм. Мгм. Так что ты можешь видеть, что если ты работаешь с сезонными продуктами, я думаю, этот продукт только М. что был выпущен. И
И это небольшой хак для ключевых слов. Если ты работаешь в этой категории, я бы обязательно включил 2024 где-то в свой продукт. Если мы кликнем на этот график, он нам покажет схожие поисковые запросы. Мгм. Это еще одно место, чтобы исследовать продукты, которые занимают топовые позиции и так далее. Так что это популярные темы. Давай найдем бренд на TikTok. Давай попробуем раздел Beauty and Personal Care за 3 месяца. Итак, мы видим здесь поисковые запросы. Я не знаю, что это, но это бренд, который только что стал популярным. Мгм. Этот бренд довольно сильно растет. Jones Road Miracle Balm. Интересно найти бренды здесь. Мгм. Есть tanning oil, масло для загара. Обычные вещи, но когда ты видишь бренд, это означает, что этот бренд, я полагаю, Мгм. Mauby Babe, тоже бренд, да? Мгм. Да, это тоже Мгм. бренд. И у них все очень хорошо. Я не уверен, что они на TikTok, но это просто такой способ размышлять об этом. Ну а теперь давайте перейдем к ценам. Что ты получишь за то, что платишь? У нас есть подписка Basic, Essentials и Business. Все, что я показывал до сих пор, Мгм. находится в бизнес-подписке. Я даже не показывал наши инструменты для корпоративных клиентов. Но вы можете сделать многое с Basic-подпиской. Эти чекбоксы поясняют, что вы получите при приобретении определенной подписки. Subcategories Explorer доступен уже в Essentials подписке. $97 в месяц. А также несколько инструментов, например, Traffic Graph, Keyword Detective. Это уже бизнес-подписка. Я даже не показывал все инструменты бизнес-подписки. В основном я оставался в категории Essentials, поэтому на этом уровне ты получаешь Мгм. основу Smart Scout. Знаешь, я честно тебе скажу, не как продавец, а как человек. Ты получаешь лучшее от Smart Scout на уровне за $97 в месяц. Есть и больше функций, над которыми мы работаем. И да, у нас есть люди, десятки клиентов на уровне Enterprise и выше. Это для тех, кто делает больше исследований продавцов и брендов для связи этих данных. Если ты хочешь делать исторические исследования, то это то, что мы делаем на уровне Enterprise. Если ты хочешь делать исторические исследования, Мгм. то это то, что мы делаем Мгм. на уровне Enterprise. Точнее, в бизнес, прошу прощения. Я уже разговариваю по кругу. У нас также есть экспорт в Excel. Если ты когда-нибудь захочешь скачать в Excel, если хочешь взять наши данные и работать с ними, Awesome. это часть бизнес-подписки. Есть ли у Yeah, тебя so вопросы? of course, Да, today we конечно. covered Сегодня мы just some of the рассмотрели tools, только which несколько eventually we will инструментов, see которые are в going to be основном part of входят в the пакет essentials package. Essentials, But business is но more broad. Of course, бизнес-подписка enterprise более gives a обширная. more kind of bird's eye view А of для everything that корпоративных someone is клиентов searching for. But есть again, еще eventually, более maybe глубокий for a new анализ того, seller, let's что say люди someone ищут. just starting on Amazon, Но, как ты и сказал, having для новичков, я думаю, Essentials если кто-то will только kind of be начинает на able, Amazon, for то sure, spend hours and Essentials hours into вполне different подойдет, чтобы features, начать, правда? correct? And Да-да. with business, I would А с say we get a bit бизнес-подпиской ты more получаешь access, больше so maybe данных. То есть, you get to do a возможно, bit сможешь more принимать более strategic decisions стратегические with things решения, like that. но But like, я думаю, I Essentials все would равно say будет for работать. Как ты for sure. считаешь? Могу сказать как продавец. Если ты только начинаешь, Basic подписки будет вполне достаточно. Ты сможешь собрать много данных и провести исследования конкурентов. Мгм. Если ты растешь и хочешь больше возможностей, то за $97 в месяц ты получишь почти все, что мы только что посмотрели. Когда я продавал на Amazon несколько миллионов долларов в месяц, такие инструменты не были дорогими. Мы бы инвестировали в них. И вот тогда бизнес-подписка становится более логичной, когда твой бизнес может позволить себе такие расходы, и это не станет проблемой. Забавно, что моя команда всегда Мгм. пытается заставить меня перейти на более высокий уровень. Yeah, yeah. Но я тебе скажу так. Если сомневаешься, стоит ли Smart Scout, начинай с этих двух подписок. Ты будешь полностью обеспечен. 100%. Я недавно участвовал в вебинаре с одним чуваком, который просто, пользователь на Мгм. все 100. Он обожает Smart Scout и использует только Basic подписку. И он ведет успешное агентство. Мгм. Мгм. Yeah. Я был удивлен, что в итоге, несмотря на всю его страсть к инструменту, он использует только базовый пакет. Поэтому вот такая правда.
Спасибо, что поделился. И да, в описании мы добавим специальную скидку, которая поможет людям сэкономить немного на этих планах на 3 месяца. Думаю, это круто. Так что, думаю, скидка, которую мы обновим в описании, сейчас составляет 25% на 3 месяца. Это довольно хорошая скидка. И, конечно, у вас есть гарантия возврата денег, что тоже очень справедливо. Да, все верно. Наша команда, как только вы скажете ей, «Эй, это не подходит нам», вернет деньги в течение 15 минут. Скотт, может, еще пару минут, если у тебя есть время. Ты уже давно этим занимаешься, добился крутых успехов на Amazon, создал собственную компанию. Некоторые только начинают, другие еще не достигли такого уровня. Как ты продолжал двигаться вперед все это время? Это хороший вопрос. На самом деле, в первый год я был в полном восторге. Просто оптимизировал каждую часть нашего бизнеса. Во второй год я начал немного лениться, потому что, по правде говоря, я не оказывал такого большого влияния. Я не менял весь бизнес. Но мы говорим о 2014 году. Это было уже 10 лет назад. Мне жаль, что я не имел тогда хотя бы немного перспективы относительно того, что было возможно. То, что я узнал за последние 3 года, было просто потрясающим. У меня было бесконечное количество работы, захватывающей работы, чтобы развивать бизнес на Amazon, развивать бизнес по программному обеспечению. Если ты готов продолжать учиться, инвестировать, есть еще много чего можно узнать. Я бы хотел, чтобы во второй год, когда я стал немного ленивым продавцом на Amazon, я осознал, сколько всего еще есть не только в сообществе продавцов Amazon, но и в бизнесе в целом. Я считаю, что электронная коммерция — это конкурентный и увлекательный рынок, в котором приятно работать. Один ключевой момент, чтобы сделать его таким, это просто продолжать учиться. Так что, отвечая на твой вопрос, что меня двигало все это время, это как раз то, что я продолжал учиться. У меня была мотивация последние 5 лет, и это привело меня к созданию Smart Scout и попыткам управлять несколькими бизнесами одновременно. Да, чувак, круто. Спасибо, что поделился, и спасибо за то, что ты делаешь для сообщества. Знаешь, людям нужна помощь, им нужны инструменты, им нужно образование. Иногда им нужно, чтобы кто-то объяснил, почему они продолжают идти, потому что это тяжело на старте. Может, у них только первый продукт, или, например, у нас уже 10 продуктов в нашем бренде, а все равно трудно. Это, конечно, весело, но определенно сложно. И знаешь, слушая людей, которые немного успешнее меня, я думаю, вот это интересно, вот чему можно научиться. Понимаешь, о чем я? Да, конечно. Да, чувак, спасибо за твое время сегодня, я очень ценю это. И еще раз мы добавим в описание ссылку на Smart Scout с лучшей скидкой для наших зрителей. И если у вас будут вопросы, пишите в комментариях, мы ответим. Да, Smart Scout, Скотт, и спасибо всем. Скотт, спасибо тебе. Спасибо, было действительно круто. Желаю тебе хорошего дня и, точнее, уже вечера. Да, спасибо, спасибо.